Тут ремонта не было со времен, из которых я сюда пришел. Фу, все в порядке. Надеюсь, поднимусь так же успешно, как спустился. А тут в целом как будто... Это что сейчас был за звук? Нет, только не говорите мне, что... Нет. Та-та-та. Орки, эльфы, люди и так далее. Жили-были, не тужили, но исчезли в одно мгновение. Возможно, мне показалось, может быть, я просто увидел лишь то, что хотел увидеть, но все эти живые существа пропали с дымом от смотрящего. Надеюсь, эта деталь имеет значение. Давайте разбираться дальше. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором все пропали. Да-да, мы уже дважды видели, как пропадают живые существа. Сначала происходит некое землетрясение, а потом бам, резкое испарение живых. Давайте сразу скажу, деталь, которую я заметил, а именно дым смотрящего, это деталь, за которую я хочу зацепиться, но даже если это правда тот самый дым, то истинную цепочку событий нам это явно не раскрывает. Надо двигаться дальше. Напомню, прямо сейчас мы якобы во втором Мастоса. Об этом говорит наша уточка, а также это написано в газете. Второе Мастоса. И тут до меня резко доходит. До этой серии смотри-ка, что я вспомнил. Мы в компьютере прочитали заказ к одному орку. Если к первому Мастоса все не будет идеально герметично, с рабочими фильтрами и на ходу, то бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, самое главное здесь это к первому Мастоса. То есть человек, который это делал, понимал, что второго Мастоса что-то будет. И походу много кто понимал, что второго Мастоса что-то произойдет, потому что бункеры, много кто был готов. Так, ладно, очевидно, что все эти даты нам даются не просто так. Следовательно... Черт, смотрящий. Слушай, а вот если бы я сейчас был в туалете, а? Ты что, там бы тоже за мной следил? Давай договоримся. Есть моменты, в которые я хочу немного уединения, окей? Ты же вроде как олицетворяешь концепцию времени или что-то типа того, да? Наверняка тебе знакомы концепции стыда и приватности. Они появились еще в незапамятные времена. Ты, наверное, застал и до, и после. Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Ну, конечно. Ладно, будем надеяться, что мы договорились. Ладно, надеюсь, да. Не, я не против, что он появляется. Я скорее против, что он тут холодит модуль. А ну-ка, все, брысь, не холоди. Спасибо большое. Итак, прямо... Кыш. Чё ж ты тут стоишь-то постоянно? Я сказал, что все эти даты, которые нам даются, типа газеты, компьютеры, это важно, я уверен. Но также я понимаю, что рано или поздно мне придется уходить куда-то далеко-далеко. Следовательно, мне понадобятся консервы, которые вот, как бы я ни пытался сейчас нажать, ничего не получается, я не могу их скрафтить. И тут до меня доходит. Я же, по идее... Добро пожаловать в систему управления бункером Уткер. Да, здорово. Так вот, я же по идее могу заказать модуль пищеблока. Оснащенный по последнему слову кухонной инженерии, этот пищеблок превратит в профессионального повара даже ребенка. Создавайте кулинарные шедевры каждый день. Я уже все здесь посмотрел, самое тяжелое это железо. Даже больше скажу, железо нужно везде. Этот металл вообще просто самое необходимое в этой сборке, в этом сюжете. На данный момент у меня железо... Так, здесь 9. И если проверять мой складской модуль, то 13. Того 22. Не, ну это мало. Типа, мне нужно стак, а то и 2 стака. Вообще, по идее, можно это не копать. У меня есть отмычки, и у меня все еще есть неисследованные дома. Может быть, в каком-то домике, в каком-то сундуке запертом я смогу найти что-то интересное. Ну что ж, утро, похоже, спокойное. Хотелось бы верить, что меня не застанет врасплох никакой дождь или туман. Костюм заряжен и... черт. Каждый раз, когда я выхожу из бункера, чувствую, будто меня оглушили. Такая тишина. Внутри у меня все сжимается. Я знаю, что весь этот город застыл. А еще эти странные видения, когда я прикасаюсь к некоторым вещам. Город будто шепчет мне свое прошлое. Так, не об этом. Сейчас мне нужно найти некоторые штуковины для антенны. Раз не удалось найти все в мастерской,
Наверное, стоит поискать какой-нибудь магазин или склад. Ага. Магазин или склад. Я помню, что мастерская находится в той стороне. Партиклы никакие не показаны. Так, радар. Радар ничего интересного тоже не показывает. Эй, неужели мне самому придется найти? Нет! О, партикл. Партикл. Все, забейте. Походу нам туда. Но. Я уже сказал, у меня отмычки, и у меня по-любому какие-то неисследованные дома. Давай немного пробежимся по партиклам. Вот там, кстати, я не был. Да! Вот этот прудик. Вот эти конусы, а вот эта мусорка. Обожаю помойки. На них можно найти что-то интересное. Но черт возьми, не на этой помойке. Нам главное, чтобы сейчас вот там не было радиации 2. Потому что если она будет, я просто не знаю, у меня ничего не прокачано. Пожалуйста, лишь бы не... Нет. Ну, пожалуйста. Радиация. А тут... Так, я бегу. Все еще второй уровень. О, магазин техники. Не идеальный вариант, но можно проверить. Так. О, первый уровень радиации. Так, ладно. Может быть, здесь я найду недостающие детали. По крайней мере, стоит попытаться. О, внутри все, как всегда, аккуратно. Уверен, многие мечтают о таком. Магазин техники, в котором я могу взять себе все, что угодно, и никто мне ничего не скажет. Хотя, что я говорю? Я бы, наоборот, сейчас хотел, чтобы меня остановили, заставили заплатить. Лишь бы хоть кто-нибудь, с кем я мог бы поговорить. А все вот эти приставки, пылесосы, блендеры... Мне сейчас это явно ни к чему. Из них антенны не сделаешь. Сказал так, будто из людей сделаешь. Так, тут у нас стиральные машинки, компьютеры всякие. Ну вот, дверь есть. Только погоди. Благо, здесь радиация первого уровня, поэтому могу не особо торопиться. В компьютеры не полазим. Тут у нас тоже ничего не включается. Я помню, что можно ломать. Да. Что? Не можно? Вот здесь можно. Блин, ну ладно. Возможно, мне все-таки сюда. Заходим. Привет. Да, вот в каких бы мирах я ни бывал, везде всегда одно и то же. К персоналу относятся отвратительно. Наверняка эта комнатка была и раздевалкой, и комнатой отдыха, и обеденной зоной. Да, и правда, кстати. Хлам. Вот. Консерва! Отмычка! Бутылка воды! Хо-хо! Вот это явно то, что нам надо. Консерву я, наверное, сейчас поем. Спасибо. Тут можно взломать. Так. Это что такое? Заперто. Ну, ничего страшного, взломаем. У таких бизнесов даже красть не стыдно. Ну, ладно. Красть это все-таки плохо. Но разве это кража, если нет ни других покупателей, ни уж тем более владельцев бизнеса? Кстати, я тут подумал, надо бы научиться делать эти отмычки, а то рано или поздно они закончатся. А про черный рынок можно даже не мечтать. Открыт новый рецепт отмычка. Как? Отмычка, типа, теперь я могу написать? Появилась! Только что так дорого? Опять железо. Вот долбаное железо, оно реально здесь так важно. Как мне доставать много железа, я не понимаю. Ну, типа, допустим, конская броня. Это явно не то, что мне надо. Если так вот смотреть на все это, самый, такой очевидный вариант это... Подожди, что я сейчас видел? Слиток олова превращается в железо? Нуклеосинтезатор? Ё-моё. Это... Так, тут тоже, кстати, железо. Не-не-не-не-не-не. Вот такое я явно сейчас в этих условиях не создам. Наверное, как будто очевидно, мне нужно прокачивать больше силы. Повышается скорость добычи простыми инструментами. То есть кирками. Так, ладно, в любом случае, привет. Я сейчас как-то аккуратненько. Оба! Так, нет. Оба-на! Да, хорошо. Так, опыт. Благодарю. Опа. Спуск в подвал. Там обычно хранятся коробки с запчастями и товарами, которые не выставлены на полках. Эта лестница выглядит небезопасно. Что? Выбор? Ого. Подожди, это первый выбор за весь сезон, да? Спуститься и посмотреть, что там есть, вернуться в торговый зал. Не, ну вообще очевидно, что я хочу туда спуститься. Правда, у меня 35% костюма, и там второй уровень радиации. Типа, если я сейчас попробую пробежать до дома, то сколько у меня останется? Уже 30. Не-не-не-не, я бы точно не успел. Типа, там еще немного залутаться, там посмотреться. Надо, наверное, лучше с полным костюмом. Обязательно заряжаемся. А еще, наверное, надо еды взять. Да, то есть консерву сейчас я тратить не буду. Мы поедим капусту. Так, костюмчик. Давай-ка быстро на зарядку. Какое-то непродолжительное время капуста не завянет, поэтому ничего страшного. Возьму 14, сразу поедим. Хотя, возможно, я сейчас вообще все съем.
Угу, 5 осталось, замечательно. И остается только скафандр. А, хотя стоп, погоди. Если мы сейчас спускаемся лутаться, мне, наверное, не понадобится молот инженера, железный топор и консервированный суп. Да, то есть я сейчас попробую прям много-много слотов сделать. 98, 99, 100. Спасибо большое, погнали. На такие сюжетные вылазки просто обязательно нужно много скафандра. И вот, допустим, я сейчас потратил, по-моему, 17%, да? Чтобы добежать до входа. Даже больше! Уже 20! Так, значит, чтобы убежать обратно, нужно сохранить минимум 25. Все, я запомнил. Мне, пожалуйста, спуститься и посмотреть, что там есть. Так. Ну серьезно, есть хоть какой-нибудь аспект, в котором владельцы этого бизнеса позаботились бы о сотрудниках. Тут ремонта не было со времен, из которых я сюда пришел. Фух, все в порядке. Зря переживал. Надеюсь, поднимусь так же успешно, как спустился. Блин, знаете, у меня... Итак, ну давайте посмотрим, что здесь есть. Да-да-да, окей, но... Подожди, я же могу в итоге подняться? Да, все нормально. Подожди, а в чем проблема? Просто лестница. На всякий случай, что у нас под лестницей? Паутина, тележка какая-то. Ну да, вроде бы все нормально. Всем привет. А тут в целом как будто... Это что сейчас был за звук? Нет, только не говорите мне, что... Нет, ну конечно! Она взяла и обвалилась. Ой, а как мне теперь выбраться-то отсюда? Мой костюм не вечный. Заряд будет уходить. Если здесь нет второго выхода, мне крышка. Нет, запас уходит быстрее, чем хотелось бы. Черт! Да чего же я вообще решил, что подвалы безопасное место? Еще и стены, эти долбаные стены, сделаны из материала, который фиг пробьешь. Не думал я, что моя жизнь закончится так глупо и бездарно. Так, ладно, Лулошка, успокойся. Если ты сейчас поддашься своей панике, ты точно не жилец. Я не могу выбраться так, как зашел сюда, но... Может быть, здесь есть другой выход? Так, подожди, что это было? Бейсболка. Бейсболка — это не выход. Ну ладно, осмотреть. Ой, как же хорошо, что я зарядился. Так, и вы... Что? Нет, сейчас точно не до этого. Я не могу позволить себе зависнуть в чьих-то воспоминаниях. Что? Подожди, я просто выкинул и... Вау. Не думал, что у меня получится так легко отвертеться. Это хорошо. Костюм и так не супер заряжен. А мне еще нужно как-то вернуться обратно. Нет, слушай, костюм очень даже заряжен. Я немного поломал все. Типа, у меня должно оставаться, наверное, ну не знаю, процентов 30. А у меня 65. О, алюминиевый провод. Слушай, а мне кажется, это важная штука. Вот железо точно берем. Медная пластина. Ну, в целом, это не так важно. Но пока возьмем. Далее, олово есть. Медная пластина еще. Ладно, пока что... Ух ты. Отвертка инженера. Чертеж. Осмиевая пыль. У меня уже места нет. Обалдеть. Так, капуста. Прости, но тебя придется доесть. Тютелька в тютельку. Опа, элемент солнечной панели. Знаете, это может пригодиться. Да, это всего лишь одна штука, а здесь нужно 3, но опять же, мало ли. 12 стальной пластины, заменим на медные. Медные мы и так сможем сделать. О май гад! Это та... Да, это самое. Она не крафтится. В крафте используется для антенны. Точно берем. Еще спираль, благодарю. Возможно, здесь будут все 3 спирали, поэтому осматриваем каждую деталь. А теперь давайте думать, как отсюда уйти. Нам нужно найти какой-то проход. Если что, кстати, сейчас вообще ничего не ломается. То есть вот как бы я ни старался... Ничего. А еще я подумал, наверное, вместо серной пыли возьму вот это, медная пластина. Будто бы это опять же дороже выглядит. И вот еще медная пластина. О! Осмотреть решетка. Так, вентиляция. И решетку эту я, кажется, могу сломать. А, да? Подожди, реально? А, да. Все, это ломается. Замечательно. И вот так мы и выберемся, я правильно понимаю? О, как же здорово, что здесь такая широкая вентиляционная шахта. Согласен. Так, здесь аккуратненько. Ай, о, господи! Оу! Черт! Давай наверх ползем, черт возьми!
Давай, ложка! О, выжить! О, наконец-то! Я выбрался! Мне очень повезло, и я не хочу больше испытывать удачу сегодня. Пора назад. Да, я полностью согласен с тобой. Эй, это еще что такое? Там ребенок? Нет, не может быть. Как он выжил без костюма? Эй, привет! Не бойся! Ты как дышишь? Скажи, пожалуйста, ты один? Эй, подожди! Черт, что это было? Это уже не похоже на воспоминания, которые я видел в предметах. И не похоже на призраков из тумана. Тот ребенок видел меня, он смотрел прямо на меня. Он был без скафандра. Неужели здесь есть кто-то, кто может выживать в этой среде? Или же она такая же галлюцинация, как и Джон? А если он не галлюцинация, возможно ли, что и Джон тоже не проекция моего сознания? В любом случае, сейчас нужно поторопиться назад. Возвращаюсь в бункер, заряжать костюм и думать, что делать дальше. Да, точно. Все, погнали, 8% заряда. Обалдеть, просто на крополях вернулся. Фу. Ну вот я и дома. Не понимаю, почему лестница так внезапно обрушилась? Я же смог по ней нормально спуститься. Все было хорошо. Да. Видимо, ей не особо пользовались даже когда здесь были люди. Впрочем, возможно, как я уже понял, люди здесь есть и сейчас. Возможно, кто-то наблюдает за мной. Иначе почему этот ребенок так резко исчез? Черт, ладно, надо успокоиться. А то сейчас понапридумываю себе всякие секретные эксперименты, где все контролируют дети. Или что еще хуже, взрослые. А? Кто? А, ты. Привет. Слышал мою шутку только что? Не слышал? Конечно, не слышал. Иначе бы ты точно рассмеялся. Если что, я пошутил о том, что взрослые страшнее детей. Хотя мы все знаем, что нет ничего страшнее детей, правда? Ай! Черт. Понял, ладно, юмор это не твое. Молчу. Заледенел меня, блин. Охладил по полной. Блин, минус нога. Офигеть. Столько всего за несколько микроминут. Ща, подожди, еще раз. Мы увидели ребенка. Тот ребенок видел меня. Смотрел прямо на меня. И без скафандра. Неужели здесь есть кто-то, кто может выживать в этой среде? Или же он такая же галлюцинация, как и Джон? Или если не галлюцинация, возможно ли, что Джон тоже не проекция моего сознания? Блин, мне так сейчас все это нравится. Но при всем при этом, то, что нам накидывают вопросы, заставляет мою башку пухнуть. Сейчас бы, вот знаете, микроответик какой-нибудь получить. Ну или хотя бы зарядить костюм. Это тоже хорошо. Фу. Какая же у меня жопа с головой. У меня мозги какой-то глупой обезьяны уже. Хотя как будто до этого было не так. Умоляю, скажите мне, пожалуйста, могу ли я воспользоваться медицинским модулем? И это... О, я все-таки выжил. Несмотря на этот дурацкий обвал лестницы. Но то, что произошло после, взволновало меня даже сильнее. Город хранит тайны. И что-то мне подсказывает, что эта история еще хуже, чем я думал. Я уже даже не до конца уверен, что хочу знать, что здесь случилось. Ну, не знаю, Лол-ложка, я очень хочу узнать, что там случилось. Типа, мы понимаем, люди имели в виду, что второго Мастоса что-то может произойти. Ну ладно, мы не уверены в этом до конца, но, опять же, вот то, что человек просил все сделать до первого Мастоса, означает, что он чего-то ждал. Ждал второго. Дети без скафандров, которые смотрят на меня. Сколько загадок. Но мозги, кстати, восстановились. То есть иногда мне все-таки в медицинский модуль лучше приходить, правильно? Думаю, нам надо сейчас, знаете, как сделать? Для антенны собирать вещи. Например, медная спираль будет в этом сундуке. Далее, например, тяжелый металлопрокат. Здесь очень много пластин. И да, это тоже будет в этом сундуке. Потом идет суперконденсатор. О, так тут нужен конденсатор просто. Благо я его взял. Также обязательно положим электронный компонент, потому что он здесь пригодится. Даже 2 штуки. То, что мы постепенно подбираемся к этой антенне, это замечательно. Но я уверен, я могу сделать сейчас что-то еще. Например... катушка радиоконтурного кабеля. Нам понадобятся кусачки инженера. Создаются они очень легко. А также электрумовая пластина. Она делается из электрума, а это серебро и золото. Блин, серебро и золото.
Я до золота еще даже не доходил. А ну-ка, кирки быстро создаем, скафандр надеваем и побежали искать все эти вещи. Так, а вот это уже интересно. Неужели это алмазы? Нет? Не алмазы? Апатит. Апатит нужен, чтобы сделать бирюзовый краситель и даже крутое удобрение. Вот удобрение это, кстати, мне точно надо. Такое на будущее мы по-любому собираем, потому что я уверен, апатит это еда. Так, минус кирка. Не страшно. Делаем еще больше всяких разнообразных блоков. И сколько у меня опыта? 797. В теории мне не хватает даже на уровень. Пипец. Короче, самое тяжелое для антенны это суперконденсатор. И на самом деле я его почти сделал. То есть смотри, электронный компонент есть. Далее катушки высоковольтного провода есть. Катушка медного провода почти есть. То есть по сути мне нужно просто медных проводов. А для этого я беру, создаю много пластин. Далее использую кусачки, медный провод получается. Объединяю с палочкой, получаем 8 штуковин. И, по-моему, все. Катушка медного провода. Да, я собрал прям большую часть, но смотрите, вот у меня есть тяжелый металлопрокат. Я понимаю, что вручную я его точно никак не сделаю, потому что здесь есть такие вещи, которые мне, ну, вот не подвластны, никак. Я такое либо найду где-то в каком-то здании, либо вот как в подвале. Типа, мы нашли конденсатор, может быть, также найдем и другие пластины. Как бы то ни было, нам четко дали понять, без выносливости я никто и звать меня никак. Поэтому я по-любому хочу много XP. Я тут придумал, а что если не копать булыжник, а найти много-много дерева? Я при помощи дерева могу также создавать дубовые плиты, кнопки, да что угодно. И это тоже опыт. А ну-ка, проверка. 944. Потом я беру еще. И это 1017. Хорошо, хорошо. И в отличие от булыжника, я могу очень легально дубовые плиты переделать в деревянные тарелки. Ой-ой-ой, погоди. Давай. Ну, блин, за тарелки немного дают, но, тем не менее, уже 1100. Думается мне, что копать невыгодно. Выгоднее найти много-много дерева. Или подожди. Можно же срубить дерево. Да, у меня же топор был. Ох, я уверен, мне его не зря дали. Вот он, привет. Самое-то ведь важное, что у этого топора есть способность, а мы ни разу ее не видели. Давай попробуем найти не это дерево, а какое-нибудь другое. Подожди. Чего? А это правда, что я могу забираться? Ой, подожди. Это очень интересно. Не зря тут лестница, я уверен. Забираться сложно, но можно. О, первый раз я забрался по лестнице на крышу. А на крыше у нас... Что это там? А на крыше у нас что-то есть. Я даже больше скажу, по этим крышам можно перебираться, то есть это продумано заранее. Неужели вы мне сейчас хотите сказать, что я могу спокойно пройти к вот этой, допустим, палатке, и тут что-то будет? Так, мне нужен ключ или отмычка, да! Тут реально кто-то жил на крыше. О май гад. Вертолет? Там дальше вертолетная площадка. О, какое солнце! Слушайте, а с высоты птичьего полета можно всякое увидеть. Но все-таки, погоди, я теперь научился делать отмычки, поэтому давай-ка используем. Вот так вот. Ща. Прям там, походу, какая-то годнота валяется. Недаром же этот сундук под отмычечкой, да? Оба. Етить. Знаете, ощущение, что я себе очень много чего проспойлерил. Обычное кольцо, когда надето в качестве кольца твердость брони. Розовый кварц, кристалл призмарина, тот же самый апатит, кстати. Я обязательно оставлю этот сундучок, просто у меня уже места нет. Хотя не, вот так, колечко возьмем. И, наверное, на каких-то других крышах будет еще что-то. Блин, ну вертолет это вообще имба. Я хочу вернуться на крышу потом и посмотреть, когда не ночь будет. Так, а пока надо как-то аккуратно спуститься. Что-то я об этом даже не подумал. Ой. Блин, а как спуститься-то? Если что, паркур, как в предыдущем сезоне, здесь не работает. И я не могу проскользить по стене. А, хотя погоди, вот. А! Черт! Мои ноги! Мои ноги! Я искалечен тотально! Медпункт, я тебя прошу, в очередной раз, пожалуйста! О!
А у меня здесь почему-то ноги восстановились. А, возможно, бункер, короче, на какую-то часть исцеляет игрока, чтобы он не был полностью поломанный. Но не исцеляет полностью, типа это делает только медпункт. Прикольная, кстати, механика, об этом я даже не задумывался. Медицинский модуль. Могу ли я его как-то, кстати, улучшить? Ой, что это? Чего? Ржавая пластина. А, это делается легко, окей. Пустая схематика. У меня, кстати, они где-то были. Далее, целый мат татами и листовой металл. Это, опять же, железо. Ну, я, как уже и говорил, в этом сезоне, в этой сборке, походу, самое главное — это железо. На всякий случай, мало ли много времени прошло. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, хорошо, спасибо. Если бы я сейчас такой медленный был все это время, я бы прям не выдержал. Кстати, а у меня же есть очки генома. Я уже успел прокачать мастеровой. Любые инструменты, созданные вами, на 10% эффективнее. Но теперь я могу взять... Блоки древесины, добытые топором, утраиваются с шансом 5%. Вот, чтобы прокачиваться еще жестче. Вперед. Супер, 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 хорошо. Мы можем также прокачать шанс до 10%, но это уже дорого, не. Теперь снова берем топор и в этот раз не лазим по крышам, а то еще ноги переломаем. И погнали, нарубим какое-то дерево. Давай, допустим, вот этот деревянный домик поразбираем. Я же могу это делать, правильно? Конечно могу, а кто мне запретит? Никто не запретит. Обтесанная тропическая древесина. Мне, скорее всего, она не утроится. Типа, способность не сработает, но, опять же, какая разница? Это все равно дерево. О, нифига себе! Вот это явно не то, чего я ожидал увидеть. Но вообще я прибежал сюда ради саженцев, потому что вот что я понял. Мы же можем выращивать сами. Типа, зачем искать какие-то готовые деревья, когда просто берем и ищем. Кстати, вот это железо забираем. Эй, саженцы, пожалуйста. О. Что? Аптечка? С каких пор тут ее не было? Я клянусь! Ее не было 100%! Ну, либо я настолько слепой, что не видел вот это. А мне очень нужны саженцы, любые. Я знаю, что у меня дома какие-то валяются, но вдруг я здесь что-то не нашел. Вот, ивовый саженец, это мы берем вместо... Так, сейчас. Вот теперь места хватает. Ивовый саженец, куда бы тебя посадить? Наверное, прямо где-то в городе могу это сделать, и, скорее всего, он вырастет. Вот саженец акации. Да, его, наверное, кстати, больше хочу. Вот это, например, убираем. После берем саженец и сажаем. Рано или поздно мы получим свои плоды. Но саженцев надо больше. Могу ли я, кстати, сюда пройти? Привет. О, пляж. О, да ладно, тут первый уровень. Я могу спокойно пройти на пляжик. Та-та-та, здесь у нас парковка какая-то. Ага, слушай, ну если бы здесь был еще лут, цены бы не было этому пляжу. Но лута здесь как-то не особо. Зато здесь вполне себе есть проход к какой-то горе и очень-очень много земли. Вот здесь, представляете, выращивать много леса. Сейчас я даже, наверное, здесь поставлю вейпоинт. Вот так, оп. Поставил? Да, все, супер. Я поставил вейпоинт, если что, я смогу сюда прибегать. Вот это я тоже не исследовал. Как же много здесь всякого-то, а? Я как будто бы пробегаю одни и те же дома, но по факту я не то чтобы все залутал. Отличный сундук с отличной древесиной. Это мы сразу, наверное, переделываем в верстак. Не забываем про дубовые плиты, а плиты тут же в маленькие тарелочки. Кстати, у меня почти зарядился топор. И все, я могу использовать способность. Как ты работаешь, а ну-ка? Давай. Нифига себе. Не этого я ожидал, честно говоря. Я просто поломал все, что здесь было. Как хорошо, что я в дом его не кинул. То есть вы хотите сказать... Ой, так, тут уровень радиации 2, аккуратно. Вы хотите сказать, что если у меня будет прям огромная аллея бревен, я смогу одной способностью вырубить все? Только да, конечно, я хочу. Опять же, мой вейпоинт вон там, в той стороне. И если будет много саженцев, то имба. Саженцы у меня как раз в сундуке. Это клен, это вишня. А еще у меня есть удобрение для деревьев. Сейчас все будет. Вот где-то здесь. Какое огромное солнце. Раз, два, три. Потом, допустим, саженец вишни вот здесь. И то же самое с кленом. После попробуем, что такое удобрение для дерева. Моментальный рост! Вот оно что! Вау! Сейчас, смотри. Вот так. Потом сразу клен. Потом сразу где-нибудь вот здесь тоже. И теперь мне нужно зарядить мой топор. Красиво.
Ладно. И, допустим, я хочу срубить вот это дерево, да? Я нажимаю. И сюда! Ха-ха! Как это классно! Да, я бы, конечно, хотел, чтобы у меня было просто в ряд куча деревьев. Но я что-то, блин, не додумался, сори. Сейчас вот точно буду в ряд выращивать. Клен, клен, клен. И оказывается, да, если у каждого дерева нет опоры, деревянной опоры, то оно прям сразу опадает. Сейчас на всякий случай я хочу проверить. Во-во-во, видите? То есть опора пропадает и все. И где-то здесь есть еще блок, вот он. Мы его ломаем. Далее есть еще один блок, до которого я, наверное, уже не дотянусь. Вот так вот. Пошел! Я обожаю, блин. Не, геймплей на самом деле здесь правда хороший. Возможно, я это сейчас говорю, потому что не устал. Но раньше у меня, конечно, сборки были супер простые в этом плане. А сейчас надо думать. Люблю, но не часто. И теперь, когда у меня 2700 опыта, я собираюсь прокачать опять выносливость. Да, по-любому 14 уровень и 15 уровень. О, да, и очко генома. Шикарно. Проверяем. Плюс 2 слота. Открылось. Сейчас надо хорошенько подумать, что я хочу вкачать. Любое оружие ближнего боя наносит на 10% больше урона. Не. Уменьшает урон от кактусов и падения. Это хорошо, но не. При переплавке булыжника в печи с шансом в 1% можно получить самородки различных металлов. Я, короче, нашел, мне кажется, вот это подходит. Вы передвигаетесь на 20% быстрее, если не носите броню. Правда, перед этим надо еще плотную кожу прокачать. Уменьшает урон от падения. Давай. Теперь мы, по идее, можем спокойно падать и чуть-чуть меньше получать урона. Короче, я начинаю постепенно понимать, что мне нужен пищевой блок. Я по-любому его сделаю, но перед этим антенна. Именно антенна позволит узнать мне, что здесь происходит. Или не позволит, потому что тут уже какие-то дети бегают, которые смотрят на меня. Откуда вы? Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Что будет дальше, узнаем дальше. А вообще, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Не забывайте подписываться. Не забуду напомнить, что все эти ваши действия помогают бустить мотивацию. Не только у меня, но и у всей команды. Спасибо, если не пропускаете мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами был Ложка, вертолетная площадка и дети. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.